Привет! Кто же сегодня надевает доспехи? Речь пойдет о людях, для которых это хобби, развлечение. Для обычного обывателя вот эти все рыцари или вот эти все реконструкторы это вот как на одно лицо. Они вроде как в доспехах, они вроде как используют что-то похожее на средневековое вооружение, там мечи, алебарды, луки, стрелы, щиты. И для обычных обывателей это вот эти все они. Хотя на самом деле эта субкультура очень разнообразна, и форматов, в которых используются похожие вооружения, их много. И они серьезно различаются. Часто люди путают. Например, ребята могут заниматься спортивным мордобоем в доспехах, а люди их называют, реконструкторы, занимаются исторической реконструкцией. Или бывает наоборот, когда люди серьезно занимаются исторической реконструкцией, подходят к делу очень тщательно, а люди про них думают, вот эти ролевики, толкинисты вот эти, вон они, пошли. И чтобы таких заблуждений было меньше, я бы хотел рассказать о форматах, которые присутствуют в нашей субкультуре. А форматов и правил, по которым проводятся различные мероприятия, действительно очень много. Я собрал эти направления в список, и, конечно, он не будет являться истиной в последней инстанции, потому что форматов очень много таких. И начну от самых мягких боевых взаимодействий до самых жестких. Начнем с ребят, которые занимаются ларпом в прямом смысле этого слова. Что такое ларп? В переводе с английского Live Action Role Play – ролевая игра живого действия. По факту те игры, которые проходят в странах СНГ, там с дюралями какими-нибудь, иногда даже с железным оружием, тоже по-правильному стоит назвать ларпом. Но как-то принято в нашей среде, что когда мы используем эту аббревиатуру, то имеем в виду ребят, которые используют протектированное оружие. Что такое протектированное оружие? Это оружие, которое уже смягчено. То есть это не стальной меч, это не дюралевая алебарда, это не топор или шестопер из твердой резины или из хоккейных шайб. Это легенькое, смягченное оружие, которым вы не нанесете серьезного дэмэджа своему оппоненту. Хорошими примерами, где используют такое оружие, это Drachenfest и Quest of Metadea. Это Европа. Почему это хороший пример? Если вы посмотрите на то, как одеты и в какие костюмы одеты участники, вы поймете, что некоторые сериалы и даже фильмы просаживаются перед ними по качеству дизайнов костюмов. Для этих ребят самое главное – отыгрыш. Отыгрыш своего персонажа. Это у нас жанр фэнтези, поэтому встретить вы можете здесь и гномов, и орков, и эльфов, и людей, и еще много кого всякого сказочного зверья. Как они дерутся? Значит, спорта здесь нету вообще. Состязательной составляющей очень мало. Здесь приветствуется и уважается то, как вы отыгрываете, когда по вам попадают оружием. Или же, если у вас тяжелый молот, то вы обязаны его так вот тяжело поднимать и очень медленно опускать, хотя он легкий и мягкий. И человек, по которому попадают таким молотом, он должен как бы отшатнуться, потому что в него вроде бы влетел большой, огромный молот. То есть вся боевка завязана на отыгрыше. Это очень круто, если у вас нету какой-то цели превозмогать себя, превозмогать противника, стоять до последнего и так далее. Если для вас важно приятно провести время и окунуться в эту атмосферу, которая схожа со многими компьютерными играми или со многими фэнтези-произведениями, то это то, что надо. Это очень крутой формат. Хотя однажды, побывав на подобной игре, я понял следующее. Если участники не готовы взаимодействовать именно так, то это превращается в кроличьи бои. Что я имею в виду? Это когда ребята начинают фехтовать с максимальной скоростью, которую им позволяет данное легкое оружие. Уследить за ударами там практически невозможно, и непонятно, кто кого там первый ударил, и все это заканчивается следующим. Эти два мега-бойца останавливаются и начинают спорить о том, кто кому первому отрубил ногу, руку, кто сколько хитов там снял, кто из них более классный боевой эльф, а кто из них там супер-пупер маг, на котором 10 хитов или 20 хитов. Короче, это неинтересно, на это неинтересно смотреть, и в этом не очень интересно участвовать. Замечу, это плохой пример. Это не значит, что все такие игры именно так проходят. Как показывает Drachenfest или Quest of Metadea, данный формат может быть очень крутым.
Главное, чтобы участники понимали, где они и какие правила они должны соблюдать. В данном формате присутствуют и одиночные бои, и массовые бои. Причем в массовых боях вы можете увидеть часто людей без шлема. Хотя если голова не закрыта, то бить в нее обычно нельзя. Да, вам может прилететь немножечко в голову, но это будет аккуратный удар, который, скорее всего, будет сдержан противником, потому что никто не хочет никого бить специально в голову. И ничего страшного с вами не случится. Доспехи у этих ребят чаще всего пластиковые. Вас сильно не бьют. И чтобы сделать реально красивые фэнтези-доспехи, вам нужен объем. С таким объемом стальные доспехи будут чересчур тяжелыми, а также дорогими. Я даже наблюдал, как красивые реконструкторские латники участвовали в таком махаче. Ну, блин, это просто классно. Но с пластиковыми доспехами вы реально можете очень хорошо повторять дизайны из компьютерных игр, киновселенных различных и так далее. Да, здесь тоже встречаются железные доспехи, но в меньшем количестве. Пластик все-таки имеет ряд преимуществ. Ну и, конечно же, эти доспехи настолько крутые, что на них невозможно не засмотреться. С гордостью сообщаю о том, что спонсор этого видео — Attribute Lux. Ребята, которые делают вот такие крутезные резные изделия из дерева. Если вам нужно сделать классный подарок, то это супер классный выбор. Ребята делают не только часы, а еще и различные картины, барельефы на охотничью тематику, символическую и так далее. Вот еще пример картин, которые они делают. Тут у нас тематика то ли викинги, то ли русичи. В портфолио компании очень много различных дизайнов, которые вы можете заказать. А кроме того, вы можете еще и прислать собственный дизайн, и ребята сделают уже по вашему дизайну, по вашей задумке. Поэтому запомните, Attribute Lux, резные изделия из дерева, ссылка будет в описании. С ребятами, которые дерутся на протектированном смягченном оружии, пока что все. И переходим к более жесткому взаимодействию. А именно реконструкторы, которые используют не стальное оружие, а резиновое или пластиковое. Как, например, вот такой меч. У него какая-то резиновая гарда и пластиковое лезвие. Этот меч легкий, он не острый. Если им аккуратно работать, сдерживать удары, то это довольно безопасно. А также вот такие полоксы, которые тоже мягенькие. Вот видите, оно все гнется. Им больно не ударишь. Но кроме того, я говорю про ребят, которые даже не стараются бить в полную силу, а сдерживают удар. То есть часто проводятся мероприятия, где спортивный интерес не ставится во главу угла, и боевое взаимодействие проходит довольно дружественно. В чем плюс такого формата? Доспехи дорогие. А еще дороже, если они каленые. Если по ним бить железными железяками, то они приходят в негодность и теряют свой внешний вид. А если же по ним бить аккуратно вот такими смягченными вещами, то и доспех не портится, и люди не портятся, и вид на фестивале довольно пристойный. Потому что вот такие примеры полоксов очень хорошо повторяют средневековое вооружение. Это, кстати, полокс от компании Audeo, Украина. Замечательный формат для реконструкторов. Он помогает и сэкономить деньги, и сохранить здоровье. А самое главное, с таким оружием можно практиковать действительно средневековое фехтование. С аккуратными колющими ударами, с зацепами различными и так далее. То есть то, что запрещено в спортивных бугуртах. Конечно, есть реконструкторские фестивали, где используется стальное оружие, но об этом я расскажу чуть позже. Доспехи у этих реконструкторов, как ни странно, используются реконструкторские, то есть такие, какими они были в средневековье. Ребята изучают средневековые артефакты, сохранившуюся информацию и воссоздают максимально точно комплекты вооружений. Здесь нету места какой-либо спортивной адаптации или бугуртооптимизации. Здесь важно делать то, как оно было. От реконструкторов с резинками мы переходим к реконструкторам на стали. Но ребята, которые дерутся со сдерживанием ударов. Что это значит? В принципе, это довольно жесткое взаимодействие в целом. Но спортивной составляющей, то есть кто сильнее, кто быстрее, кто выносливее, здесь не будет. То есть вас не будут бить в самое слабое место в доспехе, чтобы максимально быстрее выключить. Этот формат чаще всего практикуется у ранятников.
Что значит ранятники? Это ребята, которые реконструируют раннее средневековье. Ну, так у нас принято называть ранятники. Обычно они защищены так. Кольчуга на туловище, шлем на голове. Чаще всего шлем закрывает половину головы, то есть верхнюю часть. А нижняя часть может быть закрыта кольчугой, полумаской какой-то, а то и вовсе все открыто. Колющие удары тут тоже разрешены. Они мега опасны, с ними нужно быть очень аккуратно. То есть атакующий человек должен это делать настолько аккуратно, чтобы, не дай бог, это копье, хоть и смягченное, с таким вот кожаным мешочком на конце, но не дай бог оно не залетит вашему оппоненту в зубы, в челюсть, в глаз куда-нибудь. Это будет травма. Поэтому сказать, что ребята дерутся слабенько нельзя, но и нельзя сказать, что здесь у нас прямо вот чистый жесткий спорт, и вот ребята прямо вот рубятся в полную силу. В полную силу тут не рубятся. Здесь также запрещены борцовские приемы. Чтобы вывести противника из боя, нужно нанести один акцентированный удар. Доспехи, понятное дело, у них правильные с исторической точки зрения. Стальные, пластик здесь не допускается в доспехах. И в целом это тоже очень достойное направление. Вы занимаетесь исторической реконструкцией, проводите активно время, но при этом вас не калечат и не пытаются положить любыми силовыми способами, которые разрешены правилами. Сейчас мы переходим к такой дисциплине или к такому направлению, как СКА. Этот формат распространен в Америке. С английского Society of Creative Anachronism — это общество любителей анахронизмов, то есть чего-то старого. Здесь даже нету привязки к средневековью, это просто люди, которым нравится что-то вот такое старинное. Как по мне, это очень интересный формат, и он, кстати, не представлен в Украине вообще. В чем суть? Люди дерутся палками. Данные палки имитируют средневековое вооружение. Если мы берем за пример меч, то вместо меча у человека будет ротанговая палка с смягчением на кончике. Потому что здесь разрешены колющие. И все вооружение, защитный комплект, должны соответствовать определенным правилам. Самое главное правило для шлема — расстояние на решетке не более чем 2 см. Это связано еще и с оружием. Стержень оружия должен быть не менее чем 2,5 см. То есть у нас любая щель на лице у человека будет меньше, чем любое оружие, которое может использоваться в таком формате. Это очень интересно, потому что позволяет работать колющими ударами в голову. То, что запрещено в спортивных бугуртах. Хорошим примером является Pensic War, мероприятие, которое проводится в Америке, которое очень массово. То есть там собирается огромная толпа народу, если не ошибаюсь, там 1500 с одной стороны и 1500 с другой стороны. Очень захватывающе. Удары, которые наносят противники, не сдерживаются, кроме колющих ударов в лицо древковым оружием. Потому что с двух рук укол может быть настолько сильным, что голову откидывает назад и можно травмировать таким образом шею. Удары одноручным оружием, как я понял, в принципе не сдерживаются, хотя, ну прям вот гандонить до усрачки, чтобы человек просто лег тут, там не принято. Ребята воюют до достойного удара, там такой термин у них есть. То есть удар, который вы считаете, что он уже вот, да, в меня хорошенько попали. То есть если вас попадают через блок или удар слабый, скользящий, вы вроде как вправе его не засчитывать. Но все участники проходят определенную подготовку и как бы тесты на то, чтобы они правильно оценивали удары, которые по ним проходят. Атмосфера в боях очень дружественная, хотя спортивный интерес и состязательная составляющая здесь в принципе есть и очень интересная. Воюют до одного попадания. То есть вы получаете одно попадание в голову или корпус, вы выходите из массовой битвы. Если же это у нас турнир, то есть 1 на 1, то правила обычно такие. Если вам попадают по конечности, по руке или ноге, вы должны эту конечность как бы не использовать. Следовательно, если вам попали в ногу, то вы обязаны как бы сесть на колено, потому что вы не можете вроде как стоять на этой ноге. Если вам попали в руку, то вы должны эту руку убрать за спину и оружие переложить в другую или бросить щит. В этом формате запрещена борьба, различные броски, заломы, и также запрещена атака со спины. То есть вы не можете разогнаться, разбежаться и сбить человека со спины.
Если в массовом бое вам удалось зайти в спину своим противникам, вы подходите к ним и говорите определенное слово, ложа руку на плечо. И человек понимает, что да, его как бы сзади атаковали, и он этого не видел. Все. В массовых боях, как я и говорил, ребята дерутся до одного попадания. Но это не значит, что вы больше не поучаствуете в драке. Вы выходите на респаун и заходите обратно. Правила и нюансы могут немножечко отличаться на различных мероприятиях. И, если честно, я не знаю, какие там тонкости, то есть сколько нужно стоять на респауне или сколько раз можно заходить. Но наблюдая за такими мероприятиями, видно, что это динамично, довольно безопасно. То есть бойцы не так подвержены травмам, как в спортивных бугуртах. И при этом их не обязывают прямо вот сдерживать удары. И они могут с нормальной скоростью, с хорошей силой бить друг друга, не боясь своего оппонента лишний раз покалечить или что-то ему сделать плохое. Очень интересный формат, который я бы вот хотел попробовать. Доспехи, которые используются здесь, в формате СК, чаще всего стальные. Хотя есть некоторые пластиковые элементы, как, например, чешуи или ламелляры, а также пластиковая защита конечностей. Она тоже здесь встречается, но шлемы здесь стальные. Это прописано в правилах, потому как на вас должен быть шлем, который имеет определенную массу. И с помощью этой массы шлем гасит большую часть энергии, которая направлена в вашу голову. Ну и кроме этого, любая щель на лице должна быть не более чем 2 сантиметра. Об этом я говорил ранее. И да, качество доспеха может варьироваться от откровенно бомжатского до просто произведение искусства, потому что вот с такой чеканкой этот доспех очень крутой. Здесь можно встретить как откровенно фэнтези доспехи, так и очень хорошая реконструкция, за исключением некоторых моментов, и в основном это защита лица. То есть это может быть крутой комплект викинга, очень правильный. Большая часть доспеха будет пластиковая, которая спрятана под костюм. Шлем будет соответствовать историческому источнику, за исключением защиты на лице. В этом формате организаторы прямо говорят участникам: для нас самое главное – ваша безопасность. Все остальное на ваше усмотрение. Поэтому вы здесь можете увидеть вот действительно очень страшные примеры, как вот делать не стоит, и примеры того, как ого, это реально круто. Но мне в целом импонирует то, что ни у кого не вырастает звезда во лбу, и все принимают друг друга такими, какими они есть. Если кто-то захотел заморочиться и купить себе очень дорогой и очень крутой доспех, но он молодчинка. А если у кого-то не хватает ресурсов, или для него это не настолько важное хобби, но поехать хочется, никто не говорит ему, что ты лошара, что ты сюда приехал, я тут весь пафосный и красивый, а ты тут пришел в этом своем говне. Нет, все приятно проводят время и занимаются интересным хобби. Как я и говорил, очень хотелось бы, чтобы данное направление появилось у нас в Украине. Вес доспехов у этих ребят, ну я предполагаю, скорее всего стартует от 10 килограммов. А это прям легкий доспех. В нем можно очень долго бегать, заниматься различными активностями и не уставать так, как вы будете уставать в бугуртном комплекте, который будет весить 25-30 килограмм. Боевое взаимодействие также проводится без борцовских приемов, но, как я говорил, с мощными, хорошими ударами в голову, в корпус, по рукам, с колющими ударами, что делает боевое взаимодействие очень разнообразным и интересным. Также здесь используется стрелковое вооружение, луки, арбалеты и даже баллисты с такими большими копьями. Как я могу судить, натяжение у этих арбалетов, луков и баллист приведено к такому минимуму, при котором снаряды не наносят какого-то запредельного повреждения. И в целом это можно выдержать, и ничего страшного не происходит, даже если попадают в какую-нибудь открытую часть тела, не закрытую доспехом. Да, доспехи встречаются и пластиковые, и стальные, и качественные, и некачественные, и фэнтезиашные, и реконструкторские. Но самое главное, что все оружие у них заменено на палки, которые имитируют алебарды, мечи, стрелы, там, пики, копья и так далее. Что делает это направление очень интересным? Здесь есть состязательная составляющая, есть определенный спортивный интерес, и при этом травматизм снижен к минимуму. Ну, если мы сравниваем с спортивными бугуртными боями. От СКА перейдем к ролевым играм, которые проводятся в странах бывшего СНГ. Форматов этих игр на самом деле очень много. От
самых мягеньких, там где совершенно слабенько и очень аккуратненько дерутся, до очень жестких, там где вас будут бить со всей силы в голову двуручной дюралевой алебарды. Так вот, я буду говорить о вот этих вот играх, там где вас будут бить. В народе их еще называют таким сленговым названием маневры. Суть в следующем. Это вроде как ролевая игра, то есть команда делится на какие-то фракции. Если у нас ролевая игра по «Властелину колец», то там, понятное дело, будут орки, эльфы, люди, гномы и так далее. Конечно же, будут ролевики, которые отыгрывают своих персонажей, магов, королей и вообще всяких тварей. Но для бойцов главное это нормально назвездюлиться. Суть в следующем. Обычно на таких играх допускается вот такое дюралевое вооружение. Тут, кстати, мой старый меч, который был очень легеньким, и чтобы плюха была более ощутимая, я тут наклепал стальные полосы. Короче, по правилам игры LIP, что тут, 2017 что ли или что? 2012. Лед и пламя 2012. По правилам той игры мое вооружение проходило по весу, то есть им можно было гандонить, чему я был очень рад. Короче, оружие. Это у нас дюралевые мечи, топоры, алебарды и так далее. Некоторое время допускались даже резиновые алебарды и топоры. Причем резина не простая, а теннисная. То есть кортовая резина, которая очень твердая. Удары таким оружием, иногда, наверное, даже больнее, чем стальной алебардой. Резина очень цепкая, и в момент удара она еще и отпружинивает. И в итоге инерция получалась бешеная. После пары игр с таким вооружением данный материал просто запретили, потому что больно и никому не надо. Но вот формат с дюралем, он как бы остался. Обычно там, где у нас столкновения, применяются следующие правила. Упал, умер. То есть никаких хитов. Очень часто это просто бугуртные правила. То есть у нас и борьба, и подсечки, и там какие-то броски, и удары кромкой щита в лицо. В общем, все, что вы можете увидеть на бугуртах. Колющие удары, понятное дело, запрещены. Приводит это к тому, что доспех, в принципе, на таких играх должен соответствовать бугуртному. А значит, вес этого доспеха будет, скорее всего, не меньше 20-25 килограмм. В последнее время часто применяется практика, когда вот эти вот ребята, которые хотят нормально подраться, для них как бы отдельные правила. Они себе по своим правилам подрались и потихоньку расползлись по лагерям. А вот для нормальных людей уже действуют другие правила на этой же игре. То есть там хитовая боевка, на персонаже может быть там 3 хита или 5 хитов. Это означает, что нужно 3 раза ударить, чтобы вывести из боя, или 5 раз ударить, чтобы вывести из боя. Удары, понятное дело, уже аккуратнее, более сдержанные. Если у вас голова не закрыта, то в голову бить нельзя. Если у вас копье, которым можно колоть, то колоть можно только в тушку, то есть только в корпус. И на копье должно быть смягчение. Мне нравится такой формат, потому что можно пойти подраться вот так вот по бугуртным правилам, выпустить пар, а потом пойти снять доспехи и уже в легком варианте пойти и найти для себя каких-то приключений прям. И время проходит на таких играх очень насыщенно. А именно этого я и ожидаю, если еду на игру. Очень не хочется приехать на игру, пожрать утром, в смысле поесть, одеться в доспехи, полчаса топать по лесу до каких-нибудь типов, с которыми нужно подраться. Потом может оказаться, что этих типов как бы в крепости нету. И полчаса топать обратно. И уже таким задолбанным снимать доспехи и готовить опять жрать. В смысле поесть. Потому что скучно и грустно. Вот такое мне прям вот не нравится. И было бы очень интересно, чтобы на играх подобного формата применить правила не бугуртные, а правила как в СКА. То есть о том, чем я говорил ранее. Это снизит травматизм, это снизит стоимость доспеха, это снизит вес доспеха. И бойцы в таком формате будут меньше уставать, а значит успеют за день наделать больше разных делишек, чем просто где-то один раз прогуляться, один раз кого-то вынести. От игр маневров на дюралевом оружии мы переходим к реконструкторам, которые дерутся на стальном оружии, но уже не сдерживая удары. Да, такой формат также существует.
В этом формате обычно используются доспехи 14-15, возможно, 16 века, потому как доспехи этого периода могут очень достойно защитить бойца. Понятное дело, здесь не будет никакой спортивной оптимизации, которая или добавит защиты, или добавит скорости, или добавит амплитудности ударов. Потому как некоторые доспехи просто ограничивают возможность, ну, например, делать вот так. Стандартная проблема, потому что историческая защита кисти, которая может вас защитить, а это стальные варежки, они позволяют двигать меч только вот так. Совсем мало. Необходимо, чтобы одноручное оружие вытягивалось как бы больше, чтобы вы могли наносить вот такие удары. Исторические варежки этого просто не позволяют сделать. Поэтому в боях с использованием реконструкторских правильных доспехов, которые позволяют защитить бойца полностью, будет некоторая ограниченность движений. Я не говорю, что бойцы ничего не могут сделать. Нет. Они могут делать многие движения, но вот в кисти, например, это будет ограничено. Вы, вероятно, не встретите здесь там, массовых бугуртов и вот с несдерживаемыми ударами в основании шеи. Потому что эти доспехи не предполагают, что вот вас будут прямо ломать куда-нибудь в щель доспеха вот сзади. Обычно такие форматы проводятся как турнир, 1 на 1. Там применяются стальные мечи, алебарды. Но это все очень контролируемо, и вы видите противника перед собой. Удары на таких мероприятиях, ну, по моему субъективному мнению, будут слабее. Потому что если мы туда загоним тренированных бойцов, которые будут бить со всей силы, ну, пальцы начнут отлетать. Или что-нибудь еще. Это ни в коей мере не делает ребят, которые занимаются вот реконструкцией и дерутся вот на стальном вооружении, какими-то плохими или слабенькими. Нет. Это достойный формат, которым можно заниматься, и он тоже интересен. Доспехи здесь стальные, чаще всего каленые, потому что должны держать форму. Оружие здесь очень приближено к средневековому, за исключением заточки, понятное дело. Заточенного оружия на подобных форматах нигде никогда не применяется. Колющие удары чаще всего запрещены. А если разрешены, то есть требования некоторые по защите лица и горла. Чтобы, не дай бог, туда нельзя было запхнуть кусок стали и не травмировать человека. Очень крутой формат. Хотя, как по мне, тут тоже царит более дружественная атмосфера, нежели прямо вот спортивная и стоять до кровавых соплей. И вот я буду стоять, меня будут бить, а я все равно не упаду. Потому что я могу стоять. Тут этого не будет. Скорее всего, здесь бойцы будут демонстрировать действительно средневековые приемы фехтования и показывать интересный рисунок боя. От реконструкторов в пеших боях мы перейдем к джостингу. И не простому джостингу, а там, где используются твердые и не очень-то разлетающиеся копья. Суть в следующем. Джостинг может быть разный. В одном формате у вас будут тонкие ланцы, то есть копья, которыми рыцари выбивают друг друга из седла. И эти копья легко ломаются. То есть задача рыцаря на самом деле сломать свое копье. Поэтому если он попадает в своего оппонента, копье у него ломается. Если не попадает, он копье не сломал, он промазал. Поэтому он как бы проигрывает. Так вот, иногда эти копья очень ломкие, а иногда очень твердые. И удары такими копьями уже выносят всадников из седла. Выглядит, конечно, очень эпично. Но, если честно, мне страшно за ребят. Потому что вот упасть с коня и свернуть себе шею, ну прям вот легко. Часто в таких форматах используются именно реконструкторские доспехи. Прям вот исторические. Прям класс. Хотя иногда я видел и... ну, просто стилизация. Вот стилизация средневековья. Не более чем. Поэтому я как бы объединил это все в одну категорию. Потому что формат интересен и довольно жесткий. То есть, когда в вас влетает копье на полном скаку, и вы вместе со своим доспехом килограмм в 30 просто вылетаете из седла, ну это черт побери, очень сильно и стрёмно. Вот. Зрелище очень грандиозное, но очень дорогое. Потому как вы должны и уметь обращаться с конем, а это значит, что у вас должны быть уроки,
конной езды. У вас должен быть правильный доспех, который соответствует вот этим нагрузкам. Что если вы вылетаете с коня, то у вас там все предусмотрено, что вам можно выпадать из коня. Если у вас реконструкция доспеха, то этот доспех дорогой. Понятное дело, он будет стальным, каленым, скорее всего. Как минимум, те части, которые примут удар, они, скорее всего, будут подкалены. Конечно, ноги можно не закаливать, скорее всего, спину, скорее всего, тоже. Ну и теперь мы переходим к латным боям на стальном вооружении. Там, где удары не сдерживаются вообще. Хорошее представление об этом формате вам могут дать мероприятия таких лиг. HMB, Historical Medieval Battles, IMCF, я не помню, как аббревиатура расшифровывается, ACL, это Armored Combat League в Америке. В общем-то, здесь у нас железные стальные доспехи. Если пластик и встречается, то он спрятан под костюм или чаще всего под доспех, потому что надо. Здесь используется стальное оружие. Это чистый спорт, то есть кто сильнее, кто быстрее, кто выносливее. Чаще всего это бугуртное правило, упал, умер, с использованием подсечек, бросков, забегов со спины, ударами двуручной алебарды в голову, в лицо, в плечо, в пузо, куда угодно, туда, куда разрешено правилами. Правилами запрещено делать колющие удары, правилами запрещено бить в паховую область, а также запрещено бить в сочленение на локтях и под коленом. Почти всегда вот здесь и под коленом будет открытая зона. Если сюда прилетает сильный, несдержанный удар там, топором, то высока вероятность там, порвать связки, травмировать сустав, поломать его и так далее. Очень, очень неприятно. Эти бои, как по мне, самые зрелищные. Здесь самые сильные удары. Это командный бой, который вы, наверное, не встретите больше нигде. То есть у нас две команды, есть определенная тактика, люди делятся по вооружению. У вас может быть или двуручная алебарда, у вас может быть щит-меч, или щит-топор, или щит-шестопер, или двуручный топор. Причем в формате такого как бы бугуртного боя проводятся и так называемые профбои. То есть у нас бой 1 на 1. И в отличие от классического турнира, где у нас вот чисто фехтовальная техника, и мы работаем на очки, вот берем одноручный меч и там бьем по телу противника, а судьи считают удары, то в профбоях разрешены также и броски. То есть такой довольно бугуртный формат. Броски, подсечки, удары, все засчитывается по очкам, броски имеют свои очки. Там, удары в голову чаще всего приносят больше очков, удары в корпус меньше очков. Правил бывает много разных, но суть примерно одна и та же. В таком формате доспехи оптимизированы для того, чтобы сохранить здоровье бойцов, потому как средневековое вооружение часто не отвечает пунктам по защите, по подвижности или по доступности. О том, почему исторические доспехи как-то вот, не подходят для бугуртов, у меня было предыдущее видео. Если не видели, то посмотрите. Почти всегда практикуется привязка к историчным доспехам. То есть это хорошая стилизация, оптимизированная, призванная сделать так, чтобы бойцы выглядели достойно, не было откровенного Марса и была хорошая привязка к историческим источникам. Очень часто среди бойцов практикуется на защиту спины под доспех одевается еще и моточерепаха. Потому как по хребту, бывает, проходят очень сильные удары, и чтобы люди не травмировались, вот они себя так защищают. Еще очень часто доспех обклеивается изолоном изнутри. Это такой материал, который мягенький, он может быть толщиной в полсантиметра. И такой доспех лучше смягчает удары, которые бойцы наносят друг другу. Вообще сейчас пришло к тому, что прям вот ударами соперника чаще всего вы не положите. Если против вас серьезный соперник. Если это начинающие ребята, то да, вы можете их забить алебардами или там топорами, и они просто упадут от того, что им больно, страшно, и вот они посчитали, что все, я нахватался. Но топовые бойцы просто так не упадут. И, скорее всего, будут стоять до последнего, пока у них ноги стоят. И защитное вооружение уже настолько хорошо сдерживает эти удары, если не бить вот прямо специально по щелям доспеха, что валят обычно с помощью борцовского приема. И правила, по которым проводятся данные бои, в общем-то, диктуют следующее. Упал, умер, а значит, повалить нужно максимально простым и эффективным способом.
А такой способ — это борцовские приемы. В некоторых случаях видно, когда команды сходятся и обмениваются буквально одним-двумя ударами и просто сразу уходят в борьбу. И, в общем, тот, кто кого заборет, тот и победил. В таких боях к доспеху очень высокие требования. Он должен быть долговечным, то есть по нему можно бить, и он вот долго будет не ломаться. Бойцами очень ценятся доспехи, которые позволяют им делать все необходимые удары, полную амплитуду движений руками, чтобы можно было и сверху накидывать, и сбоку, и чтобы все двигалось. И, конечно же, основной проблемой для этих бойцов является вес доспеха, и чтобы его облегчить, часто используется титановый сплав. Насколько я знаю, титан не запрещен в HMB, MCF и ACL, хотя я могу ошибаться. Так что, если планируете участвовать в таких мероприятиях, то внимательно читайте правила, куда вы едете. Титан намного легче, чем сталь, но с ним есть другая проблема. Он более хрупкий. Да, это звучит странно, но титан чаще пробивается в бугуртах почему-то, чем каленый доспех. Мне часто пишут в комментариях, что как же так, титан не может быть более хрупким, чем сталь. Из титана же делают космические корабли, но факт в том, что марка титана ОТ-4 оказывается более ломкой, чем подкаленный доспех. Вторая проблема титана — это то, что он очень дорогой. Сам материал очень дорогой, но еще и работать с ним сложнее. Его нужно очень аккуратно проковывать, а кроме этого он еще и очень твердый и крепкий, поэтому работа усложняется еще и этим. Поэтому такие доспехи мега дорогие, и жутко обидно, когда эти дорогие доспехи ломаются. Как я и говорил, еще одной проблемой для бойцов является то, что, как ни крутись, будут какие-то зоны более открытые. Зоны возле сгиба локтей и под коленом с задней стороны. Кроме того, есть еще открытые зоны всегда вот тут. Но если под мышкой чаще всего у нас руки прикрывают, локоть тоже можно не подставляться, но не бегать прям вот так вот. А если вы в стойке и у вас тут еще ранделька, то в целом сюда очень редко прилетает, хотя прилетает. То вот с зоной под коленом все очень сложно и неприятно, откровенно говоря. Суть в следующем. В эту зону запрещено бить. Но, когда у нас бой, и бой не один на один, а это массовый бой, то даже если вы четко прицелились и хотите ударить человеку сзади в голень, то есть туда, куда можно бить, вас могут толкнуть в этот момент. Человек, которого вы бьете, он не видит, что вы его бьете сзади. Он может передвинуть ногу, и в итоге на траектории вашего удара, например, алебардой, двуручная алебарда, она очень долго летит, и у нее очень сильный удар. Так вот, случайно можно попасть в эту зону под колено, или же случайно можно подставиться, не зная о том, что сзади вас атакуют. И, в общем-то, это чаще всего гарантированная травма. Но это если мы рассматриваем топовые бои. Если бойцы не очень сильные, не очень опытные, и удары у них не самые сильные, то да, скорее всего, человек отделается испугом и неприятными ощущениями, там, гематомой, синяком, чем-то еще, и связки у него не будут разорваны. Но если это уже у нас какой-нибудь топовый турнир, где дерутся за первенство планеты, то часто заканчивается банально травмой. Как по мне, этот момент требует тщательного изучения и решения этой проблемы. Потому что правилами разрешено бить в зоны, которые граничат с открытой зоной. Это прям вот жутко неправильно. И очень странно, когда на бойце есть колено с задней дужкой, которая защищает именно эту зону, которую очень трудно защитить и в которую очень легко попасть. Так вот, когда эта задняя дужка есть, то это не исторично. Потому что таких частей не было в истории по каким-то причинам. Эти задние дужки, защитные элементы, заставляли снимать на мероприятиях HMB. Что, как по моему мнению, ну просто неправильно. Ну там открытая зона, там связки открытые. Зачем? Зрителям по барабану, что там у кого под коленом. Большинству из них не хочется, чтобы люди уезжали с ристалища на каретах скорой помощи. Но вот так вот, что маем, то маем. Насколько я понимаю, в HMB хотят делать более историчный формат. Если мы рассматриваем категорию AMCF, то они тоже заявляют, что мы как бы за историю, но в целом так сильно не придираются к доспехам. И я, в принципе, видел там даже темных эльфов однажды на ристалище. Так что там в плане историчности, мне показалось, чуть более легче. И насколько мне известно, ACL, Armored Combat League, которая в Америке,
У них вроде как, вроде нету даже привязки исторично-не исторично, у них есть правила по безопасности, и типа все. Делайте кого хотите, лишь бы вас не покалечили. И насколько я понял, в эту лигу АЦЛ много перешло ребят из СКА. То есть они сначала дрались на палках, им в конце концов этого стало не хватать, они захотели более жесткого взаимодействия, и они просто уже вступают в АЦЛ, и там уже дерутся вот буквально в тех же доспехах, только в более защищенных вариантах. И, в общем-то, прекрасно себя чувствуют. Я считаю, что этот опыт СКА и вот железные драки без привязки к историчности стоит перенимать. В тонкостях правил HMB, MCF и ACL я, если честно, сильно не разбираюсь. Я имею представление об этом из слов участников, а также анализируя видео с мероприятий в этих форматах. Вот такой вот у меня список. Если я кого-то забыл, то напишите. Мне будет интересно узнать, кто еще и как дерется в доспехах. А также вот пишите все, что хотите в комментах. Я обязательно почитаю и многим отвечу. Да, я сейчас делаю 2 видео. Одно из них более разговорное, про исторический шлем. Очень интересный и знаковый шлем. В этом видео будет еще и красивая принцесса, поэтому вы должны его посмотреть. Не пропустите. Видео будет уже на этой неделе. Так что подписывайтесь и следите за выходом новых видосов. Второе видео про ковку этого шлема. Вот. Да, это был такой неожиданно чисто разговорный формат, но мне показалось, что вам такое заходит, и мне хотелось об этом рассказать. Ну и по традиции, спасибо за то, что смотрите меня. Отдельная благодарность патронам и патронессам этого канала. Благодарю, что поддерживаете. Всем пока!